Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Сегодня мы поговорим про такую очень щепетильную, кропотливую, много, так сказать, разговариваемую тему по поводу настроек контроллера. Что бы я хотел здесь вам сказать? Я много видосов пересмотрел, ну и сейчас появятся, и в дальнейшем будут выходить настройки контроллера. Тем более завтра выход. Те, кто знает, в 21:00 выход Warzone 2.0. Заходите на стримчанский, может быть, мы завтра поиграем в нее, посмотрим что да как. Ну, а сегодня я вам расскажу по поводу настроек контроллера. Те, кто играет с, так сказать, с геймпада. Вот. Или больше всего с DualSense, там, я не знаю. Ну, ребята больше всего говорят то, что им больше всего нравится играть, это именно с DualSense PlayStation 5. Я не знаю, у всех, так сказать, вкусы разные, но давайте не об этом. Давайте начнем по поводу настроечек контроллера. Еще предисловие могу сказать. Я очень много видосов пересмотрел, очень много, так сказать, перепробовал, да и тем более сейчас появятся видосы, будут выходить видосы по поводу контроллера. Но, друзья, это видео для тех, кто, так сказать, как и я, любитель. Там не задрот, который задрачит в эти игры 24 часа в сутки. Нет, это видео для любителей, так сказать, те, кто хочет просто зайти, так сказать, поиграть, расслабиться после работы, я не знаю. Вот. Ну, давайте приступим. Значит, устройство ввода для прицеливания. Здесь, понятно же, контроллер. Но также здесь вы можете выбрать мышь, если вы играете, то есть можете подключить клавомышь PlayStation 5 и играть, если вам так удобнее. Но я больше всего привык играть с PlayStation 5 и на контроллере. Поехали дальше. Изменение раскладок. У меня стоит, то есть я поменял раскладку, то есть у меня прицел L1 и R1. Вот, ну, вы можете также оставить это все. По умолчанию стоит R2, L2. Это все в зависимости от вас. Все зависит от вас, как вы любите играть. Поехали дальше. То есть вот дальше вот здесь нажимаете просто поменять. Если вам не нравится L2, R2, просто нажимаете включить, и они автоматически меняются. Конфигурация джойстиков у меня здесь все стоит также по умолчанию. Вибрация контроллера. Ну, друзья, это все зависит от вас. Если вы хотите больше экшона, больше всего, то можете включить. Поехали дальше. Триггерный эффект. Ну, тут полные тактические эффекты у меня стоят. Это значит использование всех тактических эффектов, мертвая зона, сопротивление, вибрация. Здесь также на ваш выбор. Почитайте. С правой стороны есть все описания, что они означают. Ну, я больше всего играю на полные тактические эффекты. Ну, приходим, друзья, к самому главному, к прицеливанию. Что я здесь для себя, так сказать, заметил и что я здесь для себя, какой сделал вывод. У меня я сначала ставил где-то себе шестерочку, непонятно было, то есть привыкание очень жесткое было. Я себе ставил также и троечку, и двоечку, но я пришел к такому знаменателю, то есть, грубо говоря, вот я поставил себе пятерочку. Если вы, грубо говоря, поиграете просто сутки на этих настроечках, то можно очень хорошо привыкнуть к ним. Так, значит, чувствительность по горизонтали мы ставим пятерку. По вертикали то же самое, идентично ставим пятерочку. А коэффициент чувствительность прицеливания. Здесь у меня стоит 0,70. В правой стороне, как вы увидите, написано примечание, при значении 1 чувствительность во время прицеля остается неизменной. То есть, что это означает? Ну, если вы сами, друзья, уже играли в Warzone, в те же самые шутеры, мультиплееры, то вы прекрасно знаете, что такое коэффициент чувствительности. У меня стоит 0,70. Для меня это очень комфортно. Я ставил и 0,80, но, когда ты зажимаешь, ты хочешь, чтобы, так сказать, соперник быстро умер. Но получается так, что, ты не успеваешь за его движениями. 0,70 самый нормальный вариант именно для меня. Там уже смотрите сами. Может кому-то мало будет, может кому-то много. Но самое стандартное для любителя, такого как я, это 0,70. Поехали дальше. Коэффициент чувствительности.
Здесь у меня, значит, тут вид от третьего лица, здесь у меня все стоит по дефолту, ребята. То есть здесь я ничего... Ой, извиняюсь, вышел. То есть здесь у меня ничего не менялось. Прицеливание по вертикали. Здесь также у меня стоит все по стандарту. Здесь я ничего тоже не менял. Дальше игровой процесс, режим прицеливания. Это удержание у меня стоит. Но вы также можете поставить переключение. Ну, тут, ребята, тоже все в зависимости от вас, как вам больше всего нравится. Автоматический бег у меня стоит, поведение снаряжения, удержание стоит. Тут, в принципе, большинство тоже как бы по дефолту все стоит. Приоритет бронепластин по одной, но вы также можете поставить все сразу. Это все в зависимости от вас. Переходим, друзья, дальше. Самое интересное. Так, помощь прицеливания. Ну, если вы не задрот, то даже, ну, как бы и задроты то же самое. Это, как говорится, aim assist. Вот. В помощь прицеливанию у меня включена. Но если вы там, я не знаю, там супер-пупер, мега такой человек, который можете играть, можете его отключить. Тип прицеливания у меня стоит по умолчанию. То есть, это что означает? Замедленные перекрестия рядом с целью, традиционно для серии Modern Warfare. Вот. Пробовал я также и на точность, и концентрацию, и Black Ops. Ну, я, в принципе, никакой разницы вообще не увидел. Даже ту же самую точность ставил. Там вроде написано то, что более сильное замедление. Ну, не знаю, я этого не заметил. У меня как бы стоит по дефолту. Поехали дальше. Тип реакции при прицеливании. У меня стоит динамическая. Что это означает? Это означает, что обратная сообразная кривая более для точного контроля скорости прицеливания. То есть здесь больше, наверное, мне помогает динамическая. Как я могу сказать? Я любитель этого всего. Так сказать, в эту игру я не задрот. Как бы, и у меня стоит динамическая. А вы там дальше пробуйте сами, что для вас будет удобнее. Вот, коэффициент чувствительности прицеливания, концентрации. Здесь у меня стоит 0,80. С этими настроечками, вот с 0,80, я чувствую себя просто идеально. Просто идеально. Попробуйте также поставить, если вам много, уменьшить можете. Если мало, то прибавляйте до единички, там до 0,95. Я пробовал на 0,95, очень резко все происходит. То есть, блин... Для меня это очень резко. Самый оптимальный вариант для меня это 0,80. Дальше. Изменить чувствительность при прицеливании, то есть мгновенно. Мгновенно чувствительность меняется сразу же после нажатия клавиши на прицеливание. Ну, знаете, я не заметил, что где-то мгновенно, ну, в некоторых, конечно, на некоторых пушках это очень заметно, то есть там в каких-нибудь, и то, опять же, все зависит от модулей, каких вы ставите. Вот, грубо говоря, я сейчас играю калашом 5.45, да, укороченный, который, блин, там чувствительность, я бы не сказал, что какая-то мгновенная. А если брать ту же самую, я не знаю, там ППшку, блин, и прицел какой-то, то, блин, там все это быстро происходит. То есть, опять же, у меня здесь мгновенно стоит. Здесь, в принципе, мне добавить больше нечего. Масштабирование чувствительности у меня отключена. Мертвая зона. Ребята, мертвая зона, это как бы я здесь ничего не настраивал, у меня все по дефолту стоят. Но если у вас уже, ребята, так сказать, ушатанный геймпад, у меня просто он новый. Вот, если он у вас ушатанный геймпад, то здесь вы можете также настроить чувствительность минимальную. То есть люфт, это люфт. Если у вас какой-то, вы сами замечаете с собой, если у вас какой-то люфт, то здесь ставите настроечку. У меня здесь как бы все стоит пока по дефолту. Так, что здесь еще? Поведение бега, тактического бега у меня переключение, постоянное движение отключено, способ тактического бега одно нажатие при рывке, залазение по земле у меня отключено, автопреодоление преград у меня тоже отключено. То есть, ну, мне проще как бы нажать на кнопочку и залезть, нежели это автоматом. Ну, иногда в некоторых моментах таких вот, грубо говоря, ты начинаешь перелазить просто-напросто, если у тебя автомат включен, да, авто, а там челик появляется. И тебе, то есть, вот, грубо говоря, ты начинаешь залазить, а там челик, да, а тут ты на кнопочку нажал, вот, подбегаешь к стене, грубо говоря, ага, видишь, челик на тебя бежит.
А когда он начнет автоматом перелезать, то есть он тебя может убить. А если у тебя отключен автомат, то ты, если заметил челик, то срабатывание этого не произойдет. Дальше так, это я сказал вам. Инверсия поведения, искажение падения. Здесь у меня стоит по стандарту. Погружение под воду. Здесь у меня стоит перемещение. Автораскрытие парашюта у меня отключено. Выбивание двери на бегу у меня включено. Смена джойстика при прицеливании у меня отключена. Альтернативный рюкзак отключен. Задержка прекращения стрельбы с упора у меня средняя стоит. Смена оружия без патронов включена. Быстрый подрыв С4 включен. Ну и здесь поведение транспорта. Как бы здесь все у меня стоит по дефолту, ребят. Вот. Так что, друзья, вот такие были интересные настройки. Если кому-то интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. А также, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. В описании подписывайтесь также на Telegram. Там выходят всякие статьи в плане мира игровой индустрии. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание. Всем пока.